Девчонки, всем привет! Сегодня будет такое коротенькое включение по поводу моего проекта Low Buy и как он проходит у меня, и как я пытаюсь его проводить, так сказать. Вообще, те, кто не смотрел или смотрел не сначала, вот это все про Low Buy, хочу вкратце напомнить, что мой проект Low Buy начинался вообще как No Buy. Но там я себе такие правила завела, которые, ну, совсем не соответствуют этому названию, поэтому проект все-таки Low Buy. Он начался с декабря, идет до Черной пятницы, до распродаж на Хэллоуин, то есть до 1 ноября. Я в этом проекте стараюсь не покупать декоративную косметику, есть исключения, я покупаю запасы, я покупаю закончившиеся, я разрешаю себе одну покупку в месяц, и я выразила предпочтение родственникам, что подарки я принимаю косметикой, вот, чтобы мне не было сильно тяжело. Как проходил мой проект? Примерно до марта, включительно, до конца марта, все было замечательно, я полностью соблюдала все правила, но в апреле у меня было очень много покупок, которые приехали мне с России, и поэтому в апреле я провалилась. Тем не менее, я проект не закрыла, а продолжила. Глупо, если один раз что-то где-то оступился, да, все прекращать. Какая цель у моего Low Buy? Во-первых, чтобы обновилась коллекция косметики. Соответствуют ли мои все эти действия цели, мы проверим в июле. Я буду делать промежуточную такую кратенькую инвентаризацию и хочу посмотреть вообще, меняется ли как-то моя коллекция, сокращается, увеличивается или просто в ней заменяются продукты, что вообще происходит. Вот. И вторая цель — наладить свои отношения вообще с косметикой, потому что я очень люблю ее, я очень люблю краситься, люблю ее коллекционировать. Мне важно в косметике все, не только сам рефил, да, не только цвет, который она дает, или текстура, да, и эффект на лице, но еще и внешняя какая-то атрибутика, вплоть до аромата косметического средства. Мне все это привлекает, все это интересно, то есть это реально моя коллекция. Но условия жизни у меня сейчас такие, что они, считай, походные. И мне негде хранить все это. И непонятно, надолго ли я в Турции. И вообще, что происходит с моей жизнью, если вкратце, да. Вот, поэтому у меня было какое-то чувство вины от того, что я продолжаю много покупать, при этом непонятно, рационально ли это. Вот. И я хотела как-то благодаря этому проекту понять себя, когда я что покупаю, всегда ли я рада тому, что я покупаю, в конце концов прийти к тому, что, ну, к балансу какому-то, да, комфортно с собой, чтобы у меня были мои любимые вещи, чтобы не было нелюбимых вещей, за которые я чувствую вину. Ну, в общем, как-то так, вы поняли. И вот то, что происходит в мае. В мае я считаю, что я соблюла все правила своего проекта. Я в итоге за месяц купила, у меня тут все записано, я купила черный карандаш для глаз, бежевый карандаш для глаз, базу для макияжа подсвечивающую и помаду. То есть, получается, я купила из декоративной косметики 3 бэкапа, то есть 3 продукта, которые мне были необходимы, и одну красную помаду, ну так уж и быть, да. Всего я потратила на это 900 лир, или 3200 рублей, или 36 евро. Я считаю, это прекрасный результат. 36 евро, мне кажется, это вообще прямо мелочь. Вот. И на самом деле не зря я уже 2-й месяц подряд называю суммы, которые я трачу на косметику, потому что я поняла, что это для меня важно. И я поняла, что, скорее всего, мне надо было начинать не low buy, а какой-то выделить себе бюджет на косметику, который, может быть, бы перетекал из месяца в месяц, если я его не выполню, да, не реализую. Но чтобы у меня была какая-то сумма, в которой я была уверена и не винила себя за покупки, если я не выхожу за пределы этой суммы. Наверное, как-то так. То есть вот тут какой-то нюанс. Вот. В остальном, да, было ли что-то, от чего я отказалась и воздержалась? Да, было, потому что пришли новинки в Sephora, пришли масла от Rare Beauty, пришли тинты от Huda Beauty. Я воздержалась, потому что в турецкой Sephora неадекватные цены.
немножечко. Они так их подняли сначала в январе или феврале на 20%, а потом еще и в апреле на 20%. Поэтому я отложила эти покупки до распродажи. Вообще не парюсь по этому поводу, нет у меня ощущения, что я что-то упускаю. Вот, я, ну, как бы так, порассматривала их, но прошла мимо. В остальном пока нет, не скажу, чтобы я в чем-то себе отказывала. Кроме того, я знала, что в июне у меня будет много покупок, потому что в июне проходит вот это semi-annual sale, да, то есть распродажа середины года, да, она проходит практически во всех магазинах всегда, а в июле, я не знаю, как девчонки в ваших странах, в Европе, как в России, в Турции и в Соединенных Штатах отмечается День помады, День губной помады. Он в июле, и в этот день, я помню, в прошлом году магазин MAC турецкий и Sephora делали очень хорошие скидки именно на продукты для губ, то есть там давался, по-моему, то ли в MAC, по-моему, вообще было при покупке 2 средств скидка 50%, а в Sephora была при покупке 2 средств скидка 25%. Я подумала, что я спокойно свои хотелки губные, скажем так, отложу просто на июль. Надеюсь, что эта акция все еще будет происходить в этом году. Вот. Это что касается покупок, моих желаний. Что касается какого-то психологического вообще аспекта, да, на самом деле у меня уже есть некоторые выводы по поводу всего этого, по поводу своих пристрастий к покупкам, по поводу импульсивных покупок. Но, вы знаете, я, наверное, все-таки изложу их уже ближе к концу проекта. Так будет адекватнее, потому что вдруг что-то поменяется. Но хочу сказать, что вот эти все косметические срывы, да, они вообще оказались не связаны зачастую с тем, что я действительно что-то хотела купить. То есть это совсем другие были триггеры, скажем так, на покупки. И когда пришло это осознание, во-первых, у меня ушло состояние того, что я в каком-то депрессивном эпизоде, предположим, начинала просто скроллить ленту какого-нибудь магазина с новинками, просто чтобы что-то захотеть. То есть мне не хотелось, да, какую-то конкретную палетку, но я вот думала, блин, ну вот что-то же мне вот, ну хочется что-то купить, ну может какая-то палетка мне приглянется. Я перестала так делать. Вот, это во-первых. То есть сейчас я практически отошла от импульсивных покупок, от покупок, к которым я сама себя принуждаю. То есть я просто отдаю себе отчет, что мне хочется, отдавала, точнее, себе отчет в том, что мне хочется себя порадовать, и вот я начинаю листать для того, чтобы что-то купить. Нет, я так перестала делать. Вот, и, соответственно, стала концентрироваться в жизни на несколько других вещах. Вот. Но более конкретно я, наверное, уже расскажу о всех этих выводах, которые для себя делаю в данный момент. Уже осенью, когда буду закрывать проект. Единственное, что хочу, девчонки, всем пожелать, если у вас есть какая-то, ну как вы это для себя интерпретируете, слабость или навязчивая идея, или недостаток, или просто страсть, вот именно страсть. Если у вас есть какая-то страсть к чему-то, но вы по какой-то причине чувствуете свою вину за эту страсть. Если вины нет, вообще все окей. Вот просто все, у вас все хорошо. Но если от какой-то страсти вы чувствуете, от какого-то пристрастия вы чувствуете вину, то лучше немножко себя, может быть, посадить на какое-то ограничение или немножко отстраниться от этого, чтобы, как говорят, знаете, со стороны виднее, чтобы больше понять себя. Потому что очень часто наши пристрастия, они не то, чем кажутся. Я не знаю, наверное, для кого-то это дичь полная, то, что я говорю, потому что, ну, все достаточно абстрактно, но на самом деле шопоголизм, он не от любви к вещам, не от транжирства, не от чего-то еще. Как и любой другой гализм, он имеет свои причины, и они вот здесь вот в головушке сидят. Вот. Так что вот такое, как всегда, короткое видео на эту тему. Буду, наверное, так делать эти коротенькие отчеты, и уже потом сделаем такой глобальный вывод в конце года. И, наверное, с 2024 года, если все будет как
я хочу. Если настроение не поменяется, то в 2024 году я, скорее всего, определю себе какой-то бюджет на косметику, и в рамках этого бюджета уже буду оперировать своими покупками. Вот. Что, девчонки, спасибо большое, что посмотрели это видео. Я желаю вам только радости от всех ваших косметических покупок, чтобы ваша коллекция косметическая вас радовала, чтобы никакого чувства вины вы не испытывали за то, от чего получаете удовольствие в жизни. Спасибо еще раз за просмотр. Всем пока-пока!